Всем привет! В своих изделиях я очень часто использую соединение на косой шуруп, и сегодня я хочу рассказать об оригинальном приспособлении для этого соединения. Это кондуктор Crack косой шуруп. А также в разговоре о соединении на косой шуруп люди часто говорят, что это не очень эстетичное соединение. И я хочу рассказать о втором приспособлении, которое позволяет изготавливать специальные заглушки, чтобы скрывать отверстия под саморез. А теперь давайте остановимся на каждом из них поподробнее. В данном комплекте приспособления косого шурупа идет само приспособление, зажимная струбцина, ну и комплект саморезов и заглушек. Я брала этот набор по акции. Преимущество ее в том, что в комплекте идет струбцина, а удорожение набора совсем незначительное. Так что струбцина выходит практически бесплатно. Устройство поставляется в кейсе, в котором лежит сам кондуктор, ключ и сверло. Также в этом кейсе есть сразу линейка, и можно установить глубину сверления по ней. К сожалению, шкала для установки глубины сверления написана в дюймах, и для меня это непривычно. Но в комплекте есть табличка по переводу сантиметров в дюймы. У меня подготовлены заготовки 2 сантиметра, а это 3/4 дюйма. На самом кондукторе я также устанавливаю 3/4. На кондукторе есть специальное устройство для того, чтобы вставить туда струбцину и зафиксировать на заготовке. Но так как у меня есть мобильный столик от Crack, я могу использовать входящую в комплект к нему зажимную струбцину. Теперь установлю сверло и просверлю отверстие. Сверло хорошее, оно сверлит очень быстро за один заход. Не надо несколько раз проходить туда-обратно сверлом. Получается вот такие вот отверстия. Я буду соединять заготовки вот так вот. Для этого я опять-таки зажму их на мобильном столике. В комплекте идет специальная бита Crack. Специально она потому, что имеет квадратное сечение наконечника, так как саморезы Crack имеют американский шлиц под квадрат. И теперь соединяем две заготовки. Вот такое вот соединение получается. Я его считаю крепким и надежным. И очень быстрым. Я даже проводила испытания на прочность этого соединения, и есть отдельное видео на эту тему. Бывает так, что соединение на косой шуруп нужно произвести со стороны лицевой части изделия, и это не очень эстетично. Поэтому в комплекте идут заглушки, которые сажаются на клей в отверстие, ну и соответственно лишнее сошкуривается в уровень с изделием. Но в комплекте всего 4 штуки, поэтому сейчас я расскажу об устройстве, которое позволяет изготавливать эти заглушки в неограниченном количестве. Такой вот кондуктор, очень необычное сверло и ограничитель глубины сверления. С помощью него сейчас я изготовлю свои собственные заглушки. Также фиксирую кондуктор на заготовке и начинаю сверлить. По
инструкции теперь нужно их отпилить под углом 15 градусов. Теперь остается только посадить эти заглушки на клей. И по мере высыхания произвести ошкуривание. А для того, чтобы скрыть неровности еще лучше, можно на тот же клей там посыпать немножко опилок, и при зашкуривании будет практически не видно шва. Сейчас они выглядят немножко разными по цвету, потому что я использовала два разных старых обрезка, но при изготовлении изделия, конечно, нужно использовать один и тот же материал, и тогда будет практически незаметно соединение. Надеюсь, вам интересно было узнать об этих устройствах. Сама я раньше не пользовалась заглушками, узнала о том, что есть специальное устройство для них, и поэтому очень хотела попробовать. Так что сейчас я планирую активно использовать его в своей работе. Всем спасибо за просмотр и до свидания.